Ты думаешь, Ты знала, чем закончится сопротивление. лучше умереть, чем склониться? Тогда умри. Сяо Янь выступил сразу против двух святых племени Небесного Феникса. Как многие писали в комментариях, нас ждет Феникс-гриль, курочка на костре. Сяо Янь на поздней стадии первой звезды Святого, а его противники двое старейшин Фениксов, Ин Хуан и Кун Хуан, тоже на первой звезде среднего и высокого уровня. А в это же время Яо Мин был занят битвой с главной старейшиной Фэн Хуан, довольно мощной дамочкой на второй звезде Святого. Некоторые писали в комментариях, откуда у этих пернатых такая сила. Стоит помнить, что они старейшины племени, очень древние и опытные эксперты. Просто в Дунхуа они выглядят очень молодо. Услышав смех Сяо Яня, двое старейшин разгневались. Они оба в течение сотен лет путешествовали по всему континенту Доуци, без каких-либо ограничений. Все знали об их свирепой репутации. Неожиданно, что молодой парень на самом деле думал, что сможет наступить им на головы. Их гордость не могла с этим смириться. Они вдвоем решили нападать вместе и убить Сяо Яня. Черный пар хлынул, образуя странный вихрь. Это был их уникальный высший навык – пожирающая спираль. Пока их тела защищали эти завихрения, они не получали даже малейшего повреждения. Эта техника считалась абсолютной защитой. Кун Хуан собирался поглотить Сяо Янь. В этот момент они сотрудничали друг с другом. Один ударил сверху, а другой снизу. Они полностью перекрыли Сяо Яню все пути отступления. Более того, их атаки были смертельными. Они даже не дали Сяо Яню ни малейшей возможности ответить. Сяо Янь не паниковал из-за этих двух хорошо скоординированных атак святых. Вместо этого он протянул руку. Палец безмятежного источника. Да, Сяо Янь применил недавно обретенную технику наследие святого желтых источников. Энергия в окружающем пространстве внезапно стала дикой. Вслед за этим великая небесная ладонь созидания. Применив одну технику, Сяо Янь не остановился. Техники старейшин Фениксов были разрушены резкими атаками Сяо Яня. Ин Хуан и Кун Хуан попали в их область действия. Кровь тут же потекла из их тел. Примененные этим сопляком навыки техники Доуци класса Тянь. Немедленный ответ Сяо Яня сильно удивил Фениксов. Кроме того, их сердца начали тонуть, заметив, что Фэн Хуан проигрывала Яо Мин. В это же время сражались и другие эксперты, включая Сяо Исянь и Цин Линь. Их противниками были Фэн Цинэр и остальные небесные фениксы. Но мы помним, что Яо Мин, глава питонов, взял с собой 6 старейшин, один из которых был мнимым святым. Сяо Янь в разгар битвы обратился к нему. «Вы должны повести оставшихся людей и прикончить членов племени небесных фениксов». Да, старейшина Мин не посмел противиться приказу. Мощь, которую продемонстрировал Сяо Янь, вызвала дрожь в его сердце. Хотя он и был мнимым святым среднего уровня, он понимал, что не продержится и 5 обменов против Сяо Яня. Старейшина питонов собрал всю группу и пошел в наступление на небесных фениксов. В настоящее время среди всех присутствующих в племени фениксов не имелось мнимого святого, а старейшины на уровне святого погрязли в непрекращающейся битве. Самым сильным здесь был Дзю Фэн, который достиг только 9-го этапа развития почтенного воина, но разрыв между ними и старейшиной Мином был чрезвычайно велик, поэтому племя небесных фениксов было обречено. За короткий миг члены племени небесных фениксов начали гибнуть. Кун Хуан и Ин Хуан разъярились. Тем не менее, как только они сделали шаг, Сяо Янь преградил путь. Он раскрыл ладонь, и Доуци в его теле начала собираться подобно шторму. Ладонь безмятежного источника. Его большая ладонь собралась над головами Кун Хуана и Ин Хуана. Она упала вниз, как гора. В мгновение ока те двое превратились в 2 небесных феникса, звериных телах. Они хлопнули своими огромными крыльями, яростно ударив по этой огромной ладони. Глаза Сяо Яня сверкнули. Татуировка клана медленно всплыла на его лбу. Его аура также мгновенно взлетела. За несколько мгновений его сила взлетела от святого 1 звезды высшего уровня до святого 2 звезд. Вот, наконец Сяо Янь применил метку клана Сяо на уровне святого. Прирост сил удивительный. Аура Сяо Яня резко взлетела. Огромная ладонь резко прижалась к их головам. После этой ужасной атаки плоть небесных фениксов разлетелась в разные стороны. Кровь изверглась из их тел. Эта жестокая ладонь почти превратила их в коле.
Два великих старейшины фактически проиграли Сяо Янь. Жалкое поражение Кунхуана и Инхуана было мгновенно замечено экспертами племени Небесных Фениксов. Их лица полностью побледнели. Цзю Фэн и Фэн Цинэр шоком смотрели на происходящее. Ни один из них не ожидал, что Сяо Янь окажется настолько сильным. Сяо Янь шагнул по пустому пространству. Запечатывание. На лбах двух старейшин появился один таинственный символ. Этот метод запечатывания происходил успешно, только если жертва не оказывала ни малейшего сопротивления. Успешно запечатав Кунхуана и Инхуана, ледяной взгляд Сяо Яня переместился в сторону других экспертов. «Бежим!» Сяо Янь холодно рассмеялся. Он протянул руку вдаль и сжал ее. Пустое пространство затвердело в невидимую клетку. Все эксперты из племени Небесных Фениксов были заперты в невидимой клетке. Сяо Янь вздохнул с облегчением, как только запечатал Кунхуана, Инхуана, а также подавил остальных членов племени Небесных Фениксов. Для этого он использовал всю свою силу. Битва против двух святых немало истощила его. Далее он взглянул на интенсивную битву между Фэн Хуан и Яомином. Фэн Хуан, двое старейшин потерпели поражение. Если ты продолжишь сражаться, я буду убивать по одному человеку, как только досчитаю до 10. Фэн Хуан и Яомин поспешно повернулись, услышав слова Сяо Янь. Главная старейшина Фэн Хуан увидела, что все ее люди оказались захвачены Сяо Янем. Как такое возможно? Она с неверием смотрела на произошедшее. Только подумайте. Сяо Янь отделал двух старейшин Фениксов сам один. Потом взял всех в заложники и стал угрожать Фэн Хуан. Вот это поворот. И действительно, эта глава называется «Угроза захватом заложников». Яомин вслух рассмеялся. В своем сердце он стал еще сильнее ценить Сяо Янь. Хотя Яомин был святым 2 звезд продвинутого уровня, он ощущал непостижимость парнишки. Все же племя Небесных Фениксов было одним из 3 великих племен. Как же поступила Фэн Хуан? Начала переговоры с Сяо Янем? Сяо Янь, наше племя Небесных Фениксов не успокоится, пока мы не убьем тебя. Но Сяо Янь ответил: племя Фениксов и я враждуем давным-давно. Осмелился бы я появиться перед вами, если бы боялся вас? Фэн Хуан была поражена. Каждый святой был чрезвычайно ценным сокровищем в племени. Потеря даже одного святого, несомненно, заставит Небесных Фениксов почувствовать ослабление. Если Сяо Янь в гневе действительно убьет Кунхуана и Инхуана, это приведет к катастрофе. Я не буду их убивать. Я только хочу, чтобы племя Небесных Фениксов не вмешивалось в дела племени древних драконов пустоты. Фэн Хуан еще попыталась угрожать тем, что взорвет себя. Но Сяо Янь ответил, что быстрее уничтожит ядра всех схваченных им Небесных Фениксов, чем она успеет самодетонироваться и разрушить барьер. В итоге Фэн Хуан сдалась. Хорошо, я согласна. Племя Небесных Фениксов больше не будет вмешиваться в дела, связанные с древними драконами пустоты. Отпусти их, и я вернусь со всеми обратно. Но Сяо Янь не собирался всех отпускать. Например, Цзю Фэна и 2 старейшин. Он запечатал их до Уци. Эти 3 человека – его заложники. Если вдруг племя Небесных Фениксов передумает и направит сюда еще больше сильных экспертов. Сяо Янь сдавил головы Инхуана и Кунхуана. Медленно послышался трескающий звук. Теперь вы должны немедленно вернуться в племя Небесных Фениксов и заставить вашего главу племени тщательно обдумать этот вопрос. Вы хотите, чтобы этот будущий глава племени и оба старейшины выжили? Тело Фэн Хуан дрожало от ярости. Она также понимала, что человек, который контролировал ситуацию, был Сяо Янем. Более того, если Сяо Янь действительно объединится с Яомином, она, скорее всего, тоже окажется в его руках. И вот тут бы Сяо Яню действительно убить их всех. Какая прекрасная возможность. По сути, на блюдечке лежали жизни 2 старейшин Фениксов, а также всех остальных, включая злобную Фэн Цинэр. А вместе с Яомином Сяо Янь также мог бы прикончить Фэн Хуан, главную старейшину. Но почему же Сяо Янь так не поступил? Ответ будет в моем телеграме Киномикс. Есть по крайней мере 3 возможные причины, и это на самом деле определенная стратегия Сяо Яня. Ссылочка на телеграм в описании. Что ж, Сяо Янь отпустил большинство экспертов Небесных Фениксов, оставив у себя лишь 3 заложников, ясно дав понять Фэн Хуан, что их судьба напрямую зависит от поведения ее племени. Сдерживая ярость и унижение, Фэн Хуан увела своих людей через пространственную трещину, понимая, что племя понесло тяжелые потери.
и станет посмешищем в мире зверей. Когда враги исчезли, Ямин открыто выразил восхищение смелостью Сяо Янь. Тот же спокойно передал пленника старейшинам племени 9 безмятежных питонов. Потеря 2 истинных святых серьезно подорвет основу племени фениксов. Не теряя времени, Сяо Янь решил немедленно направиться к восточному острову драконов. Его тревожил лишь один вопрос: успеет ли он вовремя и все ли в порядке с Цзиянь? Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вы думаете, стоило ли Сяо Яню покончить с этими фениксами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.